Всем привет! Вот мы сейчас выбрались днем. Сегодня, кстати, вот не так уж и жарко. Где-то порядка 30 градусов тепла. Вот, хотела вам показать, вот район такой есть в Александрии, как бы вот там Самуха, где мы живем, а здесь как бы тоже Самуха, но это местечко называется Тунец Самуха. И здесь очень зелено. Вот я хотела показать, вот я как-то здесь была, как раз когда доверенно сделала, здесь, в принципе, деревья и даже есть ветер. То есть там, где есть деревья, там есть ветер. Вот. То есть дома стоят, и тут же деревья. Ну, мусор, понятно, без мусора тут никуда. Вот такие вот мусорные контейнеры, что ли, я не знаю, которые почему-то никто не убирает. Причем это все в таком приличном районе, в очень дорогом районе Александрии. Здесь вот помойка, и тут сразу идут дома. Вот. Но, конечно, здесь вот, даже несмотря на это, здесь очень хорошо. И здесь дует ветерок прохладный. Кустики, деревья. Вот есть такие даже наподобие как дворы, без качели, карусели, конечно, но они все-таки дворы, они чем-то... То есть есть как палисадники небольшие перед домом, чего нету. То есть вот именно в этом районе есть, около каждого дома есть палисадник. По крайней мере, не игровая площадка, но какая-то часть с зеленью обязательно есть. Вот такое место. Вот. Дэн, тебе нравится этот район? Что? Нравится этот район? Нормально, а что нравится? Ну, нет, я просто спрашиваю, какой лучше, вот наш район или вот этот район? Мне кажется, вот этот район лучше, по зелени. Да? Здесь около, это вообще вот как бы очень похоже на нашу, на российскую застройку. Да, я думаю, что во всем мире так. Ну, похоже на нашу, потому что перед каждым домом есть вот этот вот небольшая часть, где можно подсадить растительность, можно посадить цветы, можно даже сажать деревья. Люди, кстати, как правило, сами ни за чем не ухаживают. То есть, если существует вот такая вот вещь, как вот такие вот палисадники, такие места, вернее, то у них, конечно, обязательно приглашают садовника следить за всеми этими делами. Сами люди за этим не следят вообще. То есть это нонсенс. Я предлагаю посмотреть. Да. Мы пойдем где, что ли? Мы сейчас пойдем на ту сторону, перейдем. И будем... Смотри, вот как вот у нас. Вот такие балкончики, палисадник перед балконом. Палисадник — это вот эта вот зеленая часть. Очень здорово. Вот, так что мы дошли, куда нам надо. Давай ручку. Давай. Устала, ножки болят. Вот так здесь цивильно, прилично. Очень хорошо. Красиво и чисто. Самое главное, что чисто. Вот даже здесь вот есть какие-то небольшие бумаженцы, а там все-таки около магазина чисто. Вот, и тут вот этот вот район Тунец Самуха. Здесь вот такие, в принципе, не очень высокие дома, но очень много зелени. То есть по александрийским меркам это очень много зелени. В Каире как бы немножко другая ситуация. А здесь именно очень много зелени. И, то есть растут... Вот. Да, это как это называется? Ну вот опять же, вот тут даже вот не то, что там жители дома вышли в субботу и просто собрали весь мусор. Да. Это же Элвин Бурундуки здесь. Элвин и Бурундуки? А вот видел, там растут, а это что-то такое? Это лимоны, что ли, растут на дереве? Блин, смотри. Это лимоны? На дереве растут такие круглые, может быть, апельсины, да, потому что они слишком большие для лимонов. Так, ну все, мы сейчас переходим, да? Вот, так что вот это такой небольшой райончик, вот он буквально занимает там
как такой небольшой, я даже не знаю, как, наверное, несколько улиц вдоль и поперек. Как такой кусочек такого рая. А вокруг везде нету деревьев. То есть если мы сейчас вот пройдем еще чуть прямее, либо правее, везде окажется песок, асфальт, какие-то здания уже без зелени. А здесь просто какой-то парадайз. Парадайз просто. Вот даже вот это небольшое количество деревьев. А здесь просто такая... Это просто здесь нонсенс. Да. Почему-то вот, кстати, в бедных районах деревья вырубают вообще, срубают. Если дерево вырастает до каких-то размеров, они считают, что таким образом распространяются какие-то мошки или какие-то насекомые. Вот мы сейчас пойдем к доктору, потому что у Малика ей началась как это на руках, покажи. Вот такая вот. Ее не лицо. Немного есть, когда смотришь в солнце. Вот как бы на руках появились вот такие вот как бы точки. И А мне ноги. сейчас пойдем, проверим, связано ли это с собакой. Будем дальше смотреть. Пойдем в тот же самый госпиталь, в который мы тогда ходили, когда мне было плохо. Госпиталь называется Бодрауи. Мы в нем наблюдаемся уже несколько лет. Вот, поэтому... Да, когда еще моя мама жила вот в этом вот доме. Середина. Да, вот в этом высоком доме. Очень хорошие считаются дома. Этот район самый лучший. Да? Вот. Так что... Доктор. Ты себя плохо чувствуешь, да? Ждем, когда нас примут. Туалет. Вот. Это Я знаю. туалет, там туалет. Что ты хочешь сказать? Что, у тебя чешутся руки, да? Да? И ноги. Руки и ноги. И вот. Вот что я боялась, как бы я там и хлоркой мою, и всем, и сама обрабатываю в перчатках. Там как бы... есть тараканчик, там сахарки. И помнишь? Посмотрим. Я боюсь, еще скажут, что заразились от собаки. И что делать, я даже не знаю. Ума не приложу. То есть такие, как у нее, как расчесы, и они как становятся сухие, начинают болеть. Возможно, это связано именно с собакой. Доктор, конечно, сразу скажет, избавляйтесь от собаки. Ладно, посмотрим, что будем, не будем гадать, посмотрим, что доктор скажет. Кстати, подорожало. В Египте абсолютно все. Вот я сейчас смотрю на цене. Стоимость за прием у врача 110 фунтов. 50 фунтов стоило еще в прошлом году. Так что все подорожало минимум в 2 раза. Так что никакой бесплатной медицины здесь нет. И если заболеть, то это очень все дорого встает. Ну что, мы заразились от собаки. Малика и заразились от собаки. Сейчас будем покупать таз, покупать лосьон и будем лечиться. Мы все уже закончили. Вот сейчас будем искать лосьон, который невозможно, нигде не продается. Еще в Рамадан я вам обещала, что я приготовлю, когда я буду готовить вот этот пирог, я вам обязательно покажу. Это полуфабрикат компании Dream, это египетская компания. Вот. Не помню, делала или не делала, сейчас посмотрим, как получится. Полуфабрикат и что для этого нужно. Для приготовления этого полуфабриката потребуется 6 яиц и полстакана воды. А декорация у нас будет кремом.
Вот такой вот крем, тоже от компании Dream. И, кстати, как он смешивается. Просто добавляется 125 мг холодной воды или холодного молока. И смешивается все миксером. И таким образом у нас получается крем. Вот, а у меня пока делаются мои куриные грудки в кляре. Я вот что-то все время попадаемся, у меня как раз я делаю эти грудки. Так что я сейчас включаю духовку на 180 градусов и приступаем к замешиванию нашего пирога. Вот, ну вот такая вот у нас получилась жижа, такая достаточно жидкая. Дальше я беру ту посуду, вы берете то, что у вас есть, я беру, соответственно, что у меня есть, куда я буду складывать. Беру ту посуду, в которую я буду складывать наш пирог. Дальше я возьму, у меня масло сливочное есть, вот, возьму кусочек, отломлю и прям рукой его промажу. То есть все, чтобы оно не прилипало, когда я буду делать. Так, ну я все выливаю. Ну и все у меня готово. Теперь я его убираю в духовку. То есть духовка у нас разогрелась. Так. И убираем в духовку на 40 минут, как у нас написано. Дальше будем смотреть. Сделала вот такой салат с помидором, огурцом, петрушкой и лук. И положила редиску. Кстати, здесь есть редиска. Сейчас вам покажу, каких она размеров. Вот такого вот размера крупная редиска продается в Карфуре. Вот. Так что сейчас ребята будут есть куриные грудки. Макароны сейчас подогреваю здесь. Макароны подогреваю. Куриные грудки, там у меня и салатик, и хлебушка. Нормально. Ну и самое главное, у нас же делается пирог. Самое главное, делается пирог. Знаете, не обиден за маленьким столиком, потому что за большой стол у меня занят для готовки пирога. 40 минут прошло, сейчас достану пирог и будем его проверять ножичком. Вот, ну вот такой у нас получился пирог, кстати, достаточно неплохой. Сейчас возьму ножичек и протыкну его. На ножичке ничего нету, значит у нас пирог готов. Все, остужаем его, отставляем в сторону. Выключаем плиту. Выключаем плиту, а то я тут просто даже, несмотря на то, что вентилятор, я просто сгорела уже. Даже от того короткого времени, что я здесь нахожусь. То есть я прихожу, проверяю, ухожу. Вот, значит, нам нужно, чтобы пирог остыл. И нужно нам его переложить потом и будем пытаться разрезать пополам его и наполнить кремом. Я думаю, что у меня есть черешня, и я черешню сейчас почищу. И нарежу немножко мелко ее и положу в крем, смешаю с кремом, чтобы было вкуснее. Вот такой у нас получился пирог из полуфабриката египетского. Вот, кушайте на здоровье. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance.